Поработаем с позиции бэкмаунт, и наша задача будет это выход на рычаг локтя. Для того, чтобы выйти на рычаг локтя, мы начинаем опять же, как я и говорил, мы всегда работаем с классической позиции. Это когда у нас руки держат замок ситбелт. Теперь, как бывает, например, я пытаюсь забрать отворот. Соперник, соответственно, будет пытаться всегда мне это помешать сделать и будет руку оттягивать, да, не пускать меня. В тот момент, когда соперник пытается убрать руку, вы своей нижней рукой перехватываете его вот здесь и берете вот такой захват. Далее меняем руки. Кто-то не меняет руки, кто-то вот так держит. Я руки меняю, да, мне удобнее поменять. Я делаю следующее. Я подставляю сюда и беру вот такой замок. После того, как я взял замок, моя задача — работа ногами. Мы делаем все точно так же, как делали при лук и стрелах. Мы снимаем ногу, эту ногу заводим сюда и разворачиваемся вот здесь. Дальше, для того, чтобы выйти на рычаг, мне необходимо освободить свой локоть. Я вытаскиваю его из-под головы и ставлю прямо вот сюда. Вот. Дальше, когда я локоть подставил, мы просто закидываем ногу и ноги сразу собираем. Всегда помните, что, находясь в этом положении, очень важно следить за тем, как работают ваши ноги. Не позволяйте вашим ногам находиться в расслабленном состоянии. Вы всегда должны подтягивать ноги к себе и стараться колени сжать. Вот это положение считается более-менее идеальным для того, чтобы выполнить рычаг. В противном случае, если ноги будут расслаблены или они будут раскрыты, вы потеряете соперника, так как плечо будет свободно, он всегда будет пытаться убежать. Когда вы находитесь вот здесь, сопернику уйти трудно, и уже доделать рычаг проблем у вас не составит. Еще раз. Начали с классического захвата. Все, соперник пытается снять, у нас тут идет борьба на руках. Все, вот мы поймали. Раз, два. Я забрал замок. Отсюда дальше. Есть два момента, которые делаются по-разному. Вот я, например, делаю вот так. Я беру захват, сначала убираю ноги, потом достаю свою руку. Бывает ситуация, когда мы делаем вот так. Мы, когда вот тут держим, мы убираем руку и вот тут перехватываем. Да, получается, я сначала меняю руки, а потом ухожу ногами. Но удобнее всего, мне так кажется, когда вы работаете вот отсюда, сначала меняете ноги, а потом сбрасываете руку. Так, лично для меня так удобнее. Можете попробовать и тот вариант, который будет вам более удобный делать, да, проблем нет. Значит, мы взяли, ушли, повернули, скинули, перекинули, колени сразу закрыли, ноги поджали и отсюда с рукой опустились, забрали рычаг. При выполнении рычага мы с вами помним, да, что мы контролируем кисть соперника, не даем ему крутить. Большой палец смотрит в потолок и руку тянем от большого пальца. Отсюда взяли, поднимаем таз наверх, а руку тянем к себе. Вот у нас получается рычаг. И еще раз. Собрали мы с вами спину. Не получается у нас взять отвороты, соперник за них борется, постоянно не дает мне взять. Когда вы отключаете руку, перехватываете захват, меняете положение ног, поворачиваемся, отсюда скидываем локоть и сразу забрасываем ногу, и ноги зажимаем. Зажали, все, руку увели за собой, перехватили ее, зафиксировались, колени вместе, пятки тянут к себе, таз поднимаем, локоть опускаем. Тем самым выполняем болевой на руку. Еще раз. Вот то, что мы сейчас с вами проработали, это поэтапная, да, ситуация, поэтапный разбор был. В схватках, конечно, это надо делать чуть быстрее. В схватках будет выглядеть вот так. Мы забрали отсюда, и как только вы взяли, вы сразу сюда раз, и
вышли, сразу рычаг сделали. Еще раз. И обозначили. Все, пробуйте, учитесь и задавайте вопросы. Спасибо.